Сегодня мы говорим о человеке, которого одни называют героем, спасшим мир от ядерной катастрофы, а другие — человеком, уничтожившим одну из величайших держав в истории. Его портрет украшал обложки Time и Newsweek. Ему аплодировали стоя в британском парламенте и Конгрессе Соединенных Штатов. Ему вручили Нобелевскую премию мира и награду за свободу от президента Рейгана. В Германии его именем называли улицы, а в России, согласно опросам 2021 года, более 40% граждан по-прежнему считают его главным виновником развала великой страны. Как так получилось, что один и тот же политик стал символом надежды для одних и символом катастрофы для других? Почему спустя десятилетия после распада Советского Союза споры вокруг Михаила Горбачева не утихают? Был ли он реформатором, который пытался спасти страну, но оказался заложником обстоятельств? Или именно его решения стали причиной гибели сверхдержавы? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вернуться в начало 80-х годов и посмотреть на Советский Союз таким, каким он был до прихода Горбачева, потому что невозможно понять человека, не понимая мир, который он получил в наследство. К началу 1985 года Советский Союз оставался одной из двух главных сверхдержав планеты. Советские ракеты могли уничтожить Соединенные Штаты. Советские войска присутствовали в десятках стран. Советская экономика занимала второе место в мире по объему промышленного производства. Формально страна выглядела мощной, стабильной и непоколебимой. Но за фасадом могущества накапливались серьезные проблемы. Экономика все хуже справлялась с требованиями времени. Плановая система, которая когда-то позволила провести индустриализацию и выиграть войну, начала терять эффективность. Заводы выполняли планы, но часто производили товары низкого качества. Огромные ресурсы уходили на военную промышленность. Государство содержало колоссальную армию и участвовало в дорогостоящей гонке вооружений с Соединенными Штатами. Обычные граждане все чаще сталкивались с дефицитом. Многие товары приходилось доставать через знакомых. За автомобилями стояли в очередях годами, за хорошей мебелью тоже. Некоторые продукты периодически исчезали из продажи. Конечно, это еще не был кризис начала 90-х, но тревожные сигналы уже были заметны. Серьезной проблемой стала и война в Афганистане. В 1979 году советское руководство ввело туда войска, рассчитывая быстро стабилизировать ситуацию. Однако война затянулась. Каждый год приносил новые потери, требовал новых расходов и все сильнее подрывал международный авторитет Союза. Тем временем руководство страны стремительно старело. После смерти Леонида Брежнева в 1982 году Советский Союз пережил настоящую череду похорон на высшем уровне. Юрий Андропов руководил страной чуть больше года. Затем пришел Константин Черненко, который также тяжело болел и вскоре умер. На Западе Советский Союз начали называть геронтократией, властью стариков. Многие понимали, что системе нужны перемены. Вопрос был только в том, какими эти перемены должны стать. Именно в этот момент на вершину власти поднимается человек, который выглядел совершенно иначе по сравнению со своими предшественниками. Михаилу Горбачеву было всего 54 года. По советским меркам это был почти молодой руководитель. Он свободно общался с людьми, много ездил по стране, умел производить впечатление энергичного политика. Многие партийные функционеры видели в нем шанс обновить систему без ее разрушения. 11 марта 1985 года Михаил Горбачев становится генеральным секретарем ЦКК ПСС. В тот момент мало кто мог представить, что всего через 6 лет Советского Союза не станет. Важно понимать одну вещь. Горбачев не пришел к власти с целью уничтожить СССР. Ни один серьезный историк не утверждает, что в 1985 году он планировал распад государства. Наоборот, его главной задачей было укрепление системы и повышение ее эффективности. Проблема заключалась в том, что реформировать такую огромную страну оказалось гораздо сложнее, чем предполагали даже самые смелые оптимисты. Первые годы правления Горбачева сопровождались огромными ожиданиями. Новое руководство объявляет курс на ускорение социально-экономического развития. Идея казалась простой – повысить производительность труда, модернизировать промышленность, внедрить новые технологии и заставить экономику работать эффективнее.
Но довольно быстро стало ясно, что косметическими мерами ситуацию не исправить. Тогда появляется слово, которое станет символом целой эпохи – перестройка. Сегодня это слово знают даже люди, родившиеся спустя десятилетия после распада СССР. Но в середине 80-х никто до конца не понимал, что именно оно означает. Для одних перестройка была надеждой на обновление социализма, для других – началом политической либерализации. Для третьих – просто красивым лозунгом. Сам Горбачев представлял ее как масштабное реформирование системы без отказа от социалистических принципов. Одновременно начинается политика гласности. Для современного человека трудно представить, насколько необычным это выглядело для советского общества. Долгие годы многие темы находились под негласным запретом. О репрессиях сталинской эпохи говорили крайне осторожно. Критика руководства практически отсутствовала. СМИ работали в жестких рамках. Теперь ситуация начала меняться. В газетах появляются материалы о проблемах экономики. Публикуются ранее запрещенные произведения. На телевидении обсуждают вопросы, которые еще недавно считались опасными. Люди получают возможность открыто говорить о недостатках системы. Поначалу эффект был впечатляющим. Миллионы граждан воспринимали происходящее с энтузиазмом. Казалось, что страна наконец-то начинает честный разговор сама с собой. Многие верили, что открытость поможет решить накопившиеся проблемы и вывести Советский Союз на новый уровень развития. На международной арене Горбачев тоже быстро привлек внимание. Западные лидеры увидели в нем человека, готового к диалогу. Его стиль резко отличался от привычного образа советского руководителя времен Холодной войны. Он говорил о сотрудничестве, сокращении вооружений и необходимости снизить напряженность между Востоком и Западом. В мире это вызывало огромный интерес. Но внутри Советского Союза постепенно начинали проявляться первые противоречия. Чем больше открытости получало общество, тем больше вопросов возникало к власти. Чем свободнее становились СМИ, тем чаще обсуждались проблемы, которые десятилетиями замалчивались. Чем активнее руководство пыталось реформировать систему, тем сильнее становилось сопротивление внутри самой системы. Получался парадокс. Механизмы, которые должны были укрепить Советский Союз, постепенно начинали расшатывать его основы. И это было только начало. Вскоре выяснится, что перестройка запускает процессы, которыми уже невозможно управлять вручную. Экономические реформы начнут давать неожиданные результаты. Национальные движения в союзных республиках станут набирать силу. А популярность самого Горбачева начнет меняться настолько стремительно, что через несколько лет многие из тех, кто встречал его с надеждой, будут обвинять его во всех бедах страны. Но самый главный вопрос пока остается без ответа. Если Горбачев действительно хотел спасти Советский Союз, то почему его реформы привели страну к крупнейшему кризису за всю ее историю? Именно это мы разберем дальше. К концу 80-х годов становится очевидно, перестройка уже не является просто программой реформ. Она превращается в процесс, который начинает жить собственной жизнью. Именно здесь проходит одна из главных линий спора вокруг Горбачева. Его сторонники говорят, он получил систему, которая давно нуждалась в глубоких изменениях, и попытался провести их мирным путем. Его критики отвечают, реформатор обязан понимать последствия своих решений. Если результатом реформ стало разрушение государства, значит ответственность лежит на том, кто эти реформы начал. Чтобы разобраться в этом споре, нужно посмотреть на то, что происходило в стране в реальности. Первые серьезные трудности проявились в экономике. Руководство пыталось совместить элементы рыночных механизмов с советской плановой системой. На бумаге это выглядело логично. Государство сохраняет контроль над стратегическими отраслями, но при этом дает предприятиям больше самостоятельности и стимулирует инициативу. Однако на практике возникла проблема. Старая система уже начала разрушаться, а новая еще не появилась. Предприятия получали больше свободы, но рынок в полноценном виде отсутствовал. Цены по-прежнему во многом регулировались государством. Производственные связи нарушались, управленческие механизмы работали все хуже. Экономисты позднее назовут подобное состояние одной из самых опасных стадий реформирования любой крупной экономики. Когда прежняя модель уже не функционирует эффективно, а новая еще не способна заменить старую. Последствия не заставили себя ждать. Дефицит начинает расти.
Если раньше проблемы касались отдельных категорий товаров, то теперь ситуация ухудшается значительно быстрее. В некоторых регионах исчезают привычные продукты, люди все чаще сталкиваются с пустыми полками, появляются длинные очереди. Для миллионов советских граждан именно эти очереди становятся самым ярким символом поздней перестройки. Причем возникает любопытный парадокс. Гласность позволяет гражданам свободнее обсуждать проблемы, чем когда-либо раньше, но одновременно сами проблемы становятся все более заметными. Каждый новый репортаж о кризисе повышает недовольство обществом. Каждая публикация о коррупции подрывает доверие к власти. Каждое разоблачение ошибок прошлого заставляет людей задаваться вопросом, а насколько вообще эффективна существующая система? То, что изначально должно было укрепить доверие между государством и обществом, постепенно начинает работать в обратную сторону. Особенно сильный удар по авторитету власти наносит катастрофа на Чернобыльской атомной станции в 1986 году. Авария становится крупнейшей техногенной катастрофой в истории атомной энергетики. Но для политической системы важны не только последствия самой аварии. Не менее важной становится реакция властей. Информация поступает медленно. Многие граждане считают, что руководство пытается скрыть масштабы трагедии. За пределами Советского Союза катастрофа вызывает огромный международный резонанс. Для миллионов людей Чернобыль становится символом того, насколько опасной может быть закрытая бюрократическая система. Впоследствии многие историки будут называть Чернобыль одним из поворотных моментов перестройки. Не потому, что он напрямую разрушил Советский Союз, а потому что резко ускорил кризис доверия между государством и обществом. Тем временем начинают усиливаться процессы, которые десятилетиями сдерживались центральной властью. Речь идет о национальном вопросе. Советский Союз объединял 15 союзных республик и сотни народов. Долгое время мощный государственный аппарат удерживал систему в стабильном состоянии. Но по мере ослабления контроля из центра начинают усиливаться национальные движения. В Прибалтике все громче звучат требования расширения самостоятельности. На Кавказе обостряются старые противоречия. В других республиках появляются политические организации, которые требуют все больше полномочий от Москвы. В начале перестройки мало кто говорил о полном распаде Советского Союза. Даже многие сторонники реформ рассчитывали на обновленный союз. Но ситуация менялась быстро. Чем слабее становилась центральная власть, тем сильнее становились региональные элиты. Чем больше свободы получали республики, тем меньше они хотели возвращаться к прежней модели управления. Для Горбачева это превращалось в сложнейшую политическую ловушку. Если применять жесткие методы, рушится образ реформатора и сторонника демократизации. Если продолжать либерализацию, усиливаются центробежные процессы. Фактически ему приходилось выбирать между двумя плохими вариантами. Именно в этот момент начинает стремительно меняться отношение к Горбачеву внутри страны. Если в середине 80-х он воспринимался как символ обновления, то к концу десятилетия число критиков растет с каждым месяцем. Причем критикуют его с противоположных сторон. Консерваторы считают, что он зашел слишком далеко и разрушает основы государства. Радикальные реформаторы обвиняют его в нерешительности и половинчатых мерах. Получается удивительная ситуация. Одни уверены, что Горбачев слишком слаб, другие убеждены, что он слишком опасен. А сам Горбачев пытается удержать баланс между этими лагерями, который становится все менее устойчивым. И вот здесь возникает еще один вопрос, без которого невозможно понять феномен Горбачева. Почему в тот момент, когда внутри Советского Союза росло недовольство, на Западе его популярность достигала почти невероятного уровня? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выйти за пределы Советского Союза и посмотреть на мировую политику конца Холодной войны. Для людей, живших в 80-е годы, страх глобального конфликта был частью повседневной жизни. Холодная война продолжалась уже несколько десятилетий. Соединенные Штаты и Советский Союз обладали тысячами ядерных боеголовок. Любой серьезный кризис мог привести к катастрофическим последствиям для всего человечества. Особенно напряженной ситуация стала в начале 80-х. Отношения между сверхдержавами ухудшились настолько, что некоторые эксперты всерьез обсуждали вероятность прямого военного столкновения.
На этом фоне приход Горбачева выглядел для многих западных политиков настоящим шансом. Он начинает переговоры с американским президентом сначала с Рональдом Рейганом, а затем с Джорджем Бушем-старшим. Несмотря на серьезные идеологические разногласия, между двумя лидерами постепенно формируется рабочий диалог. Они проводят несколько исторических встреч, обсуждают сокращение вооружений, пытаются снизить риск ядерного противостояния. И самое главное, начинают разрушать атмосферу взаимного недоверия, которая накапливалась десятилетиями. В 1987 году подписывается договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Для своего времени это событие становится настоящим прорывом. Впервые две сверхдержавы не просто ограничивают вооружение, а договариваются уничтожить целый класс ядерных ракет. На Западе такие шаги воспринимаются как исторический поворот. Но еще более сильное впечатление производят события в Восточной Европе. На протяжении десятилетий страны социалистического блока находились под мощным влиянием Москвы. Все помнили, что происходило, когда союзники пытались выйти из-под советского контроля. Так было в Венгрии в 1956 году. Так было в Чехословакии в 1968 году. Поэтому многие ожидали, что Союз будет действовать аналогично и в конце 80-х. Однако Горбачев выбирает другой путь. Он фактически отказывается использовать военную силу для сохранения контроля над Восточной Европой. Это решение становится одним из самых судьбоносных за все время его правления. В 1989 году падает Берлинская стена. Для миллионов людей во всем мире она являлась символом разделения Европы и холодной войны. Кадры ликующих немцев облетели планету. Именно тогда образ Горбачева окончательно превращается на Западе в образ политика, который помогает завершить эпоху глобального противостояния. Затем происходит объединение Германии. Для многих западных лидеров это становится доказательством того, что Москва действительно отказалась от политики силового удержания своей сферы влияния. Именно за такие решения Горбачев получает огромный международный авторитет. В 1990 году ему присуждают Нобелевскую премию мира. С точки зрения западного мира все выглядело достаточно логично. Человек способствовал снижению международной напряженности, содействовал окончанию холодной войны, поддерживал сокращение вооружений, избежал применения силы там, где многие его предшественники могли бы ее применить. Но здесь начинается самое интересное. Пока в Европе его называли человеком мира, внутри Советского Союза все больше людей задавались совсем другим вопросом. Если Горбачев помог миру стать безопаснее, то почему жизнь миллионов советских граждан становилась все труднее? Почему одновременно с международным признанием страна погружалась в политический и экономический кризис? Именно на этом противоречии строится весь спор о его наследии. Потому что для одних Горбачев – лидер, который предотвратил опасную конфронтацию между ядерными державами, а для других – человек, который пожертвовал интересами собственной страны ради одобрения Запада. И дальше мы перейдем к самой жесткой и эмоциональной части этой истории. К обвинениям в предательстве, распаду сверхдержавы и событиям, которые навсегда разделили отношение к Горбачеву на две непримиримые позиции. Именно здесь начинается та часть истории, которая вызывает самые ожесточенные споры. Потому что для миллионов людей Горбачев – это не Берлинская стена, не международные саммиты и не Нобелевская премия мира. Для них Горбачев – это пустые магазины, исчезающие сбережения, политический хаос и распад страны, в которой они родились. Когда сегодня социологи спрашивают людей, почему они негативно относятся к Горбачеву, чаще всего звучит один и тот же ответ – он развалил Советский Союз. Но действительно ли все было настолько просто? Или причины распада были гораздо глубже, чем личность одного человека? Сторонники версии о вине Горбачева приводят несколько основных аргументов. Первый заключается в том, что именно его реформы разрушили управляемость государства. До перестройки система могла быть неэффективной, медленной и бюрократической, но она функционировала. После начала реформ привычные механизмы стали разрушаться быстрее, чем создавались новые. В результате страна оказалась в состоянии политической неопределенности. Второй аргумент связан с внешней политикой. Критики утверждают, что Советский Союз слишком быстро отказался от своих геополитических позиций. По их мнению, Москва практически без борьбы
согласилась на потерю контроля над Восточной Европой и пошла на серьезные уступки Западу. Третий аргумент касается национального вопроса. Противники Горбачева считают, что он слишком долго колебался и не смог вовремя остановить распадные процессы внутри Союза. По этой версии, решительности оказалось недостаточно именно тогда, когда она была особенно необходима. Но существует и другая точка зрения. Ее сторонники задают встречный вопрос. Если Советский Союз был настолько устойчивым государством, почему он разрушился всего за несколько лет после начала реформ? Ведь невозможно уничтожить прочную конструкцию легким толчком. Согласно этой версии, кризис накапливался десятилетиями. Экономические проблемы существовали задолго до Горбачева. Национальные противоречия существовали задолго до Горбачева. Гонка вооружений началась задолго до Горбачева. Афганская война началась задолго до Горбачева. Поэтому они считают, что реформатор столкнулся с последствиями процессов, которые формировались многие годы. В их представлении Горбачев не разрушил систему. Он просто снял крышку с котла, внутри которого давление уже давно достигало опасного уровня. Эта дискуссия продолжается до сих пор. Но в начале 90-х теоретические споры начинают уступать место драматическим событиям. К 1991 году Советский Союз входит в самый тяжелый кризис за всю свою историю. Экономика испытывает серьезные трудности. Политическая система стремительно меняется. Республики требуют все больше самостоятельности, авторитет центральной власти снижается, а внутри руководства страны нарастает раскол. Одни считают, что реформы зашли слишком далеко, другие убеждены, что реформы идут недостаточно быстро. Горбачев оказывается между двумя лагерями, каждый из которых считает его главным препятствием. Весной и летом 1991 года предпринимается попытка сохранить страну через новый союзный договор. Идея заключалась в том, чтобы создать обновленный союз, где республики получили бы больше полномочий, но сохранили единое государство. Для одних это выглядело разумным компромиссом, для других – окончательной ликвидацией прежнего Советского Союза. Напряжение достигает критической точки. И затем наступает август 1991 года. Событие, которое изменит историю. 19 августа группа высокопоставленных советских руководителей объявляет о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению – ГКЧП. Его участники заявляют, что страна находится на грани катастрофы и что необходимо принять чрезвычайные меры для сохранения государства. Горбачев в этот момент находится на отдыхе в Крыму и оказывается фактически изолированным от управления страной. Начинается один из самых драматичных политических кризисов XX века. По телевидению звучат тревожные заявления. На улицах Москвы появляется военная техника. Мир с тревогой наблюдает за происходящим. Многие опасаются начала масштабного противостояния. Однако события развиваются совсем не так, как рассчитывали организаторы ГКЧП. Против них выступает руководство Российской Федерации во главе с президентом РСФСР Борисом Ельциным. К Белому дому в Москве начинают стекаться тысячи людей. Кадры Ельцина, выступающего на танке, быстро становятся символом сопротивления путчистам. Через несколько дней становится ясно, что попытка переворота провалилась. ГКЧП распадается. Но вместе с ним фактически рушатся и остатки прежней советской политической системы. Это один из самых парадоксальных моментов всей истории. Люди, которые хотели сохранить Союз, своими действиями значительно ускоряют его конец. После провала путча власть Горбачева резко ослабевает. Зато влияние Ельцина стремительно растет. Республики начинают одну за другой объявлять о независимости. Процесс, который еще недавно казался управляемым, превращается в лавину. Вопрос уже заключается не в том, изменится ли Советский Союз. Вопрос заключается в том, сможет ли он вообще сохраниться. Осенью 1991 года становится все очевиднее, что страна движется к развязке. А затем происходит событие, которое до сих пор вызывает споры среди историков. 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписывают Беловежские соглашения. В документе говорится, что Советский Союз прекращает свое существование. Вместо него создается Содружество независимых государств. Для миллионов людей это становится шоком.
Государство, существовавшее почти 70 лет, исчезает, без масштабной гражданской войны, без иностранного вторжения, без военного поражения. Одна из двух мировых сверхдержав просто перестает существовать. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев выступает с телевизионным обращением. Он объявляет о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. В этот же день над Кремлем спускают советский флаг. Поднимается российский триколор. История Советского Союза завершается. Именно этот момент превращает Горбачева в одну из самых противоречивых фигур XX века. Потому что дальше начинается новая эпоха. Для одних она станет временем свободы, открытых границ и новых возможностей. Для других – временем бедности, потери уверенности в будущем и разрушения привычного мира. Именно поэтому оценки Горбачева расходятся настолько радикально. Человек, которого на Западе называли архитектором мира, внутри бывшего СССР все чаще воспринимался как символ поражения. Но самое интересное произошло уже после его ухода из власти, потому что годы шли, менялись поколения, менялась мировая политика, менялась сама Россия. А спор о Горбачеве не только не исчезал, он становился еще острее. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на то, каким оказалось его наследие спустя десятилетия после распада Советского Союза. Прошли годы, затем десятилетия. На карте давно нет Советского Союза. Выросло целое поколение людей, которое никогда не жило в СССР и знает о нем только по рассказам родителей, учебникам и архивным кадрам. Казалось бы, споры о Горбачеве должны были постепенно уйти в прошлое вместе с эпохой, которую он олицетворял. Но произошло обратное. Чем дальше история отдалялась от событий конца 80-х и начала 90-х годов, тем сильнее общество пыталось понять, что же тогда произошло на самом деле. Был ли распад Советского Союза неизбежен? Мог ли кто-то другой сохранить страну? Существовал ли вообще сценарий, при котором Советский Союз смог бы реформироваться без последующего распада? И самое главное, какую роль во всем этом сыграл лично Михаил Горбачев? После ухода из власти он уже никогда не вернулся в большую политику. Да, он участвовал в общественной деятельности, давал интервью, выступал на международных форумах, писал книги и объяснял собственное видение событий. Но человек, который еще недавно руководил одной из двух сверхдержав планеты, постепенно превратился скорее в историческую фигуру, чем в действующего политика. Интересно другое. Его репутация на Западе и в России со временем не сблизилась, а наоборот, еще сильнее разошлась. Во многих западных странах Горбачева продолжали воспринимать как человека, сыгравшего ключевую роль в мирном завершении холодной войны. Для западной аудитории его главное достижение выглядело очевидным. Он не стал удерживать власть любой ценой. Он не начал масштабное применение силы в Восточной Европе. Он поддержал сокращение ядерных вооружений. Он помог снизить риск глобального противостояния между крупнейшими ядерными державами мира. С этой точки зрения его наследие выглядит преимущественно положительным. Но внутри России ситуация была совершенно иной. Здесь люди оценивали последствия прежде всего через собственный жизненный опыт. А этот опыт для миллионов граждан оказался очень болезненным. После распада Советского Союза последовал тяжелый экономический кризис. Многие предприятия закрывались. Уровень жизни резко снижался. Инфляция уничтожала накопления. Миллионы людей оказались в ситуации, когда привычный мир буквально исчезал на глазах. Конечно, большая часть этих событий произошла уже после ухода Горбачева от власти. Но в общественном сознании они часто объединялись в одну цепочку. Перестройка, кризис, распад Союза. Тяжелые 90-е. Поэтому для огромного количества людей именно Горбачев оставался отправной точкой всех последующих потрясений. И здесь возникает еще один важный вопрос. Насколько справедливо возлагать ответственность за судьбу огромной страны на одного человека? Историки спорят об этом до сих пор. Одни считают, что роль личности в истории была решающей. Они говорят, другой руководитель мог действовать жестче, осторожнее или последовательнее. Мог подавить сепаратистские движения. Мог отказаться от части реформ. Мог сохранить контроль над ситуацией. Другие отвечают, что масштабы накопившихся проблем были настолько велики, что изменить итог было практически невозможно. По их мнению, Горбачев скорее управлял кризисом, чем создавал его. Именно поэтому вокруг него существует не одна история, а сразу две.
Первая история рассказывает о смелом реформаторе. Человеке, который попытался изменить огромную систему без массового насилия. Человеке, который дал обществу свободу слова. Человеке, который отказался решать политические проблемы танками. Человеке, который помог завершить холодную войну. В этой версии Горбачев выглядит как политик, опередивший свое время. Но существует и вторая история. История руководителя, который недооценил последствия собственных решений. О человеке, начавшем реформы без четкого понимания конечной цели. О лидере, потерявшем контроль над процессами, который сам же запустил. О политике, при котором прекратила существование страна, считавшаяся одной из самых могущественных держав мира. В этой версии Горбачев становится символом крупнейшего геополитического поражения XX века. Самое удивительное заключается в том, что обе эти истории опираются на реальные факты. Да, при Горбачеве действительно расширилась свобода слова. Да, при Горбачеве действительно завершилась холодная война. Да, при Горбачеве действительно распался Советский Союз. Да, при Горбачеве действительно начался тяжелый политический и экономический кризис. Все эти утверждения одновременно являются правдой. Именно поэтому споры не заканчиваются. Потому что разные люди выбирают разные события в качестве главного критерия оценки. Если главным считать предотвращение большой войны и окончание глобального противостояния, вывод будет одним. Если главным считать сохранение государства и стабильности внутри страны, вывод окажется совершенно другим. Может быть, в этом и заключается главный исторический парадокс Горбачева. Большинство политиков оценивают либо как успешных, либо как неудачников, либо как героев, либо как злодеев. Но некоторые фигуры настолько сильно меняют ход истории, что не помещаются в такие простые категории. Горбачев относится именно к ним. Он не был ни всемогущим разрушителем империи, каким его иногда пытаются представить. Но он не был и безупречным спасителем мира. Он принимал решения в момент, когда страна находилась на историческом переломе. Часть этих решений помогла изменить мир к лучшему, часть привела к последствиям, которые оказались гораздо тяжелее, чем ожидали даже их авторы. Возможно, именно поэтому его наследие остается предметом споров даже спустя десятилетия. Потому что спор о Горбачеве – это на самом деле спор не только о прошлом. Это спор о том, что важнее для государства – стабильность или свобода, порядок или реформы, сильная власть или политическая открытость, безопасность системы или право менять систему. Каждое поколение отвечает на эти вопросы по-своему. Именно поэтому отношение к Горбачеву меняется вместе со временем. Одни видят в нем человека, который дал обществу шанс на перемены, другие – человека, который открыл дверь хаосу. И, возможно, окончательного ответа здесь не существует, потому что история редко бывает черно-белой. Особенно, когда речь идет о людях, изменивших судьбу миллионов. А как считаете вы, можно ли назвать Горбачева спасителем мира, если ценой этого стало исчезновение сверхдержавы? Или распад Советского Союза был неизбежен, независимо от того, кто находился у власти? Напишите свое мнение в комментариях. Такие темы невозможно обсуждать без разных точек зрения. Если вам интересны сложные исторические развилки, судьбы государств и людей, которые меняли ход мировой истории, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Потому что самые важные события прошлого часто продолжают влиять на настоящее намного сильнее, чем нам кажется.